Добрый день, гости и подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы с вами поговорить вот о чем. Где-то месяц назад я выложил видео о замене масла в рулевом редукторе. Вот. И приключилась такая беда, что рулевой редуктор у меня, кто знает, где-то ресурс у него 150 тысяч километров. У меня рулевой редуктор прошел где-то 1070, то есть половина ресурса. Вот. Я открутил заливную горловину, посмотрел, там сухо, залил в рулевой редуктор масло трансмиссионное ТАТ-17. Вот. Вязкостью 80 В90. И что вы думаете? Масло благополучно стекло. Вот. Я был, конечно, немножко в шоке. Вот. Оказывается, сальник рулевого редуктора потек. А чтобы заменить сальник рулевого редуктора, я, конечно, такого ни разу не делал. И думаю, многие, наверное, не делали. Вот. Напишите в комментариях, друзья, кто менял сальник рулевого редуктора. Но это затея, честно вам скажу, гиблая. Почему? Потому что сальник вы поставите, неизвестно сколько на этом сальнике проходит еще рулевой редуктор. Качество данного сальника, сами знаете, как сейчас все делается. Сейчас маркетинговый ход такой, что делают все одноразовое, поставил и пришел еще раз за новым. Потому что качество, что было 10 лет назад и что сейчас, это небо и земля. Так вот, если уже потек сальник рулевого редуктора, просто рулевой редуктор снимают и ставят новый. А чтоб меняли сальник, я такого никогда не слышал. Вот. Но в моей ситуации я так делать не буду. Почему? Потому что рулевой редуктор у меня хорошо работает, крутится хорошо, никаких люфтов нету. Вот. Единственное, что смазывающая жидкость там не задерживается, что плохо. А это безопасность на дороге. Поэтому предлагаю вместе со мной посмотреть, что осталось в рулевом редукторе, какая жидкость, выкачать ее с рулевого редуктора. И дальше покажу, какой вариант сделаю я. Это не побуждение к действию, я просто показываю, как данную проблему буду решать я. Если вы подумали, что я буду менять рулевой редуктор, то вы ошибаетесь. Поехали. Ну а перед тем, как я продолжу, поставьте лайк, друзья, подпишитесь на канал и включите оповещания о новых видео. Вам это не трудно, а меня это мотивирует на создание новых видео. Как видно, вот сама сошка рулевого редуктора. Вот она. Вот на ней трапеция крепится. Вот наконечник рулевой. Вот. И как видно, все снизу в масле. Вот сухая часть для сравнения. Вот сухая. И вот мокрая. Все масло, считайте, почти вышло. Откуда оно вышло? Вот отсюда, с сальника рулевого редуктора. То есть он потек. Итак, как обычно, вот мой пациент. ВАЗ-2107, инжектор. Так, вот подкапотное пространство в машине. Для начала мне надо открутить болт заливной горловины рулевого редуктора.
вот самый рулевой редуктор. А вот болт заливной горловины. Как те, кто меня давно смотрит, знают, что я заменил болт с шляпкой четырехгранника на болт под ключ на 17, чтобы было удобно закручивать его и выкручивать. Сам болтик. Ну, думаю, вам видно, заливал я жидкость по самый верх, а от верха до уровня жидкости, ну, короче, где-то половина редуктора уже жидкости нет, то есть она уходит. Она здесь присутствует, но она уходит. Так, для начала выкачу жидкость данную с рулевого редуктора. Так, откачивать я буду жидкость с помощью вот такого автомобильного шприца с шлангом. Ну, кто видел видос по замене масла в редукторе, то вот знает, что это за шприц. И подготовил емкость вот такую, в которую буду сливать данную жидкость. Как откачивать жидкость, уже сам процесс, думаю, показывать не буду. Это, думаю, понятно всем. Так, как можно видеть, жидкости в рулевом редукторе уже нет. Итак, что же я буду делать? Масло откачал, а что будет вместо него? Ну вот, татам. Графитовая смазка SX80. Это не реклама, друзья. Можете брать любую другую графитовую смазку, но я буду использовать вот такую вот. Smart Графитові. Это польское название. Вот. Снизу, если будет видно, виробник Польша. Так, я вам поставлю, на паузу нажмете, почитаете. Ну, что мне здесь подходит, что эксплуатация в температурном диапазоне от минус 30 градусов до плюс 600 градусов. Плюс 600, думаю, не будет, но я вот такую искал смазку. Так что сейчас данную смазочку буду вносить в рулевой редуктор. Емкость здесь 500 грамм. Я думал, грамм 300 где-то уйдет. Сейчас открою, а то одной рукой неудобно. Вот так вот она выглядит. Вот такой вот консистенции. То есть и не жидкая, и не сильно густая. Вот. Ну и сейчас ее буду шприцевать в рулевой редуктор. Думаю, сам процесс показывать не буду. Это и так понятно. Зашприцую вам, покажу, сколько останется в баночке. Многие, уверен, спросят, ну как же эта смазка густая очень по консистенции, как же ты ее в рулевой редуктор запрессуешь? Друзья, ну очень просто. Вот пистолет, которым я выкачивал трансмиссионную жидкость, вот ними буду зашприцовывать данную смазку. Вот как видно, половина баночки
я уже сюда в шприц напихал, ну, отверточкой плоской. Вот. И сейчас вот шприцом буду зашприцовывать в рулевой редуктор. Так, зашприцевал рулевой редуктор, друзья. Вот как видно, заливная горловина. И вот эта масса заподлицо поверху заливной горловины. Вот единственное, что я думал обойтись малой кровью и шприцом зашприцевать, ничего не снимая, но увы, ничего не получилось у меня так. Пришлось, вот здесь стоял адсорбер со шлангами, пришлось мне отсоединить шланги и снять адсорбер. Сам шприц, вот сюда внутрь я вот эту графитовую смазку набивал и вот так вот этим носиком вставлял в заливную головину. Он как раз хорошо туда входит. Вот, и надавливал на, получается, ручку шприца, и она хорошо туда входит. Как видно, емкость с графитовой смазкой пустая, там ничего нет. Ну, а в пистолете где-то, так вот, если посмотреть, где-то вот здесь смазки у меня, то есть вот столько у меня смазки. Ну, где-то грамм 350-400, я думаю, туда точно ушло в рулевой редуктор. Да, по поводу цены, друзья, вот данная графитовая смазка стоит $10. Итак, друзья, если вам понравилось данное видео, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, делимся с друзьями. Всех благ вам и удачи. Пока-пока.